Kusade kita eshi wagami. Всех приветствую, всем добрый вечер, кто сейчас есть на стриме и кто в записи этот стрим когда-то может... Спокойно. Когда-то может будет смотреть записи. Всем привет и продолжаем. Опять Цусиму, уже 7-й стрим. Прям идем марафоним, прям один за другим стрим, прям идем так хорошо. Продолжаем сегодня, опять пойдем, наверное, по сюжетке. Но не только, скорее всего. Вот вчера мы прям... Не только по сюжетке тоже шли. Вначале некоторые там квесты доделали сначала, а потом пошли уже по сюжетке до конца стрима. Сегодня, наверное, так же. Вот этот хотя бы один квест здесь я сделаю. Вот эти, как я и говорил, оставим уже потом, когда откроется третья территория. И там наверху еще появятся всякие квесты. Будем уже вместе с ними делать и эти. Так как они уже прям такие второстепенные и на сюжет вообще никак не влияют. Просто ради награды и какой-то там, может, маленькой истории интересной. Вот этот квест, наверное, сейчас сделаем, потому что здесь какой-то особенный эксклюзивный навык изучим, а потом продолжим опять продолжать сюжетку, на которой и закончили прошлый стрим. Закончили немножко неожиданно, так как я, кто может видел, не успел прям немного, чтобы попрощаться, и стрим опять сам по себе что-то там то ли вырубился, то ли опять какие-то там неполадки были. Ну, в любом случае, там так и так собирался уже заканчивать скоро. Еще, может быть, один где-то квест сделал бы и все равно бы заканчивал. А так... Будьте осторожны, господин. Старая Ерикава опасна. В любом случае, стрим закончился. Немножко не дотерпев до того времени, как я и сам бы его закончил. Ладно, погнали.
Что произошло? Мы шли по дороге, услышали крики, но когда подоспели, было уже поздно. Они перебили друг друга. Нет, это был дух мести старой Ерикавы. Дух? Вы знаете часть истории, но не всю. В давние времена искуснейшими мечниками на острове были самураи клана Ерикава. Лишь одному человеку в каждом поколении доверяли семейную тайну. Смертоносный удар, от которого нет защиты. Звался он «Танец гнева». Величайшим мастером танца гнева был господин Такияса Ерикава. Почитаемый многими, этот человек бросил вызов клану Симура. Стремясь заполучить главенство, он поднял кровавый мятеж, погубивший множество жизней. Отец и братья господина Симуры пали, сраженные танцем гнева Ерикавы. Но с помощью клана Сакай Симура подавил восстание и казнил господина Ерикаву. Перед смертью предатель поклялся, что будет мстить за свое поражение даже из могилы. И по сей день люди оставляют подношения его духу на развалинах старой Ерикавы. Они молят о смерти для своих врагов, и дух мести Ерикавы отвечает на их призыв танцем гнева. Ты считаешь, что этих людей убил дух? Это были торговцы, которые не раз обманывали покупателей, обогащались за чужой счет. И кто-то просил об их смерти. Люди просят духа о кровавом возмездии, его святилище и лепестки цветов. Тогда белый дым несет... их молитвы духу. Глядите на небо, господин. Берегитесь. Ерикава помнит, какую роль ваш клан сыграл в ее падении. Это же было давно. Не для них. Дым. Подношение духу? Это святилище Духа Мести. Чье-то послание. Хейтаро предал наш народ. Он в лагере недалеко отсюда. Оборви его жалкую жизнь. Речь о лагере выживших.
Господин Сакай, что для вас делать? Кто из вас Хейтаро? Это я. Кто-то попросил дух мести Ярикавы о твоей смерти. Но что я сделал? Он бегает к монголам, каждую ночь исчезает куда-то. Понятно, что к ним. Нет, я не виновен. Если ты помогаешь монголам, я это выясню. Я бы никогда так не поступил. Я докажу. Вот увидите. Что за танцы происходят? Заставьте его признаться. Я все объясню, но не здесь. Идемте. Дамочка, что за танцы? Остановитесь. Они молились о моей смерти. Духа ты не бойся, бойся лучше меня. Я-то настоящий. Но дух тоже. Я сам видел. Видел? Где? На дороге. Меня пытались ограбить трое. Дух зарезал их и пропал. Вот сюда я хожу по ночам. На могилу? Чья она? Его звали Тодзиро. Мы были близки. Но его жена и дети в лагере. Они не должны знать, почему я навещаю могилу. Понимаю. Но и ты пойми, что люди в лагере напуганы. Тебе опасно там оставаться. Куда мне идти? Отправляйся в Ариака. Иди, пока еще не поздно. Спасибо, господин. Кто-то оставил записку для духа мести Ярикавы. Монголы берут наш народ в рабство. Они встали совсем рядом у реки Куси. Убей их. Дух ни при чем. Это моя война. Господин, выпустите меня! Успокойся, я тебя освобожу. Не монголы. Наши? Почему их убили? Воины со щитами. Этих так просто не убьешь. Дух убил лошадей. Что произошло? Это дух.
Он их всех перебил, а потом исчез. Я уж думал, что умру в клетке. Кто были эти люди с монголами? Те, что меня им продали. Ты свободен. Иди. О, спасибо. Дух отправился дальше. Может, к очередному святилищу? Еще одно святилище духа. Если здесь и было послание, дух его забрал. Сражение. Где-то рядом. Это дух. Поздно. Убийца пропал. Кто-то уже давно здесь живет. Знамя клана Ярикава. Шлем самурая Ярикавы. Этот человек обучен грамоте, но слова совершенно бессмысленны. Выживший глава клана Ярикава. Кишит блохами. Подношение для духа из святилищ. Неужели кто-то из самураев клана Ярикава уцелел? Нужно найти его, кто бы он ни был. Нужно поискать еще святилища.
еще подношение для духа. Дзин Сакай — последний из своего рода и слуга подлого пса Симура. Отведи его в сад богов, чтобы они стали свидетелями его смерти. Молитва духу о моей смерти. Пойду в сад богов. Пора с этим покончить. Господин, Что ты знаешь про сад богов? только то, что это прекрасное поле белых цветов. Господин Сакай! Расскажи, где мне искать сад богов? Тут недалеко. Ищите статуи богов, работы скульптора Дзонкаку. Они стерегут этот сад. Он уже старым был. Успел пожить. Дух! Он только что был здесь! Ты видел духа? Куда он делся? Он ушел в сторону сада богов. Так вот почему туда слетаются светлячки. Статуи богов. Должно быть, это их сад. Святилище, но духа нет. Записка адресована мне. Тебя настигла месть Ярикава. Так это ты, дух? Я ветер, который ворошит пепел. Я месть Ярикавы. Ты владеешь искусством, которое умерло вместе с кланом предателей. Кто ты? Дочь самурая? Выжила после мятежа? Никто не выжил. Это земля призраков. Кто просил меня убить? Крестьяне, которые тебе кланяются. Торговцы, которые с улыбкой принимают плату. Вся Ярикава молится о гибели кланов Сакай и Симура. Некоторые умеют прощать. А остальные мечтают о возмездии. И я выполню их просьбы. Я все замечаю. Ярикава, твоя могила! Что ты делаешь? Учусь. Я знаю, как тебя победить. Нет, ты умрешь! Ненависть ослепила тебя. Ты не захотела увидеть истинного врага. Танец гнева теперь мой. И я обращу его против монголов.
Спасибо, Нора. Господин Сакай, Господин Ога, где дядя? ждет вас на вершине холма. Клан Ога почтет за честь сопроводить вас к нему. Буду рад обществу. Опять что-то жгут. Так, подождите. Мне там вроде как еще с кем-то поговорить надо было. Или уже не надо? Удивительно, что монголы не тронули каменные мечи. Никто не посмеет трогать памятники. Здесь, на Цусиме, конечно. С тобой я типа говорил уже. Знаю, что это. Ладно. Значит, тогда отправляемся в путь. Господин Сакай, Да. Господин Ога, где дядя? ждет вас на вершине холма. Клан Ога почтет за честь сопроводить вас к нему. Буду рад обществу. Поехали. Не будем заставлять хана ждать. Прекрасно. Вы достойны похвалы, господин Сакай. Спасли дядю. Привлекли на свою сторону Ерикаву. Пусть они не самые умелые воины, зато надежные. Тогда и я им поверю. Правду говорят, что в народе вас прозвали призраком. Когда самураи погибли, людям нужна была надежда. Самураи снова здесь. Пора забыть о сказках и вновь начать следовать законам Сёгуна. Сперва спасем этот остров и людей, которые зовут Цусиму домом. Политикой займемся, когда убьем хана. Да, господин Сакай. Господин Симура, ваш племянник здесь. Зин, сюда. С каждым днем холодает. Хвалю тебя, Дзин. Теперь нам хватит людей, чтобы вернуть замок. Соломенных шляп больше нет. Но Рёдзе и хан сбежали. Хотели, чтобы я вас предал. Ты говорил с ханом? Я был в плену. Если бы я знал, то отправил бы все войско вызволять тебя. Юна помогла мне. Ее брат. Он погиб с честью. Хан сполна заплатит за его смерть. И за все, что ты пережил. Дзин, Сёгун поддержал мое решение усыновить тебя. Когда остров будет свободен, ты станешь наследником клана Симура. Не как призрак, но как самурай. Я не подведу вас, дядя. Сегодня мы пойдем в битву, как Сакай и Симура. Завтра отпразднуем победу, как отец и сын. Самураи гордятся, что следуют правилам. Живут в них, как в клетке. Предсказуемые, уязвимые. А вот призрак свободен. И потому опасен. Это наш час, Дзин. Судьба всего острова зависит от этой битвы. Мы покончим с ханом. Вместе. И доставим его голову Сёгуну. Воины Цусимы! Сегодня мы победим Хотун-хана! Вернем замок клана Симура и вышвырнем монголов из своего дома! Ага!
За господином Симурой! Мы победим! Убейте их всех! Не отступайте, сражайтесь! За Цусиму! Это за моих сыновей! Прорываемся! Наступаем! А меша монголы! Одна стрела, одна смерть. Воротам! Прорвемся внутрь! Готовьте таран! Вперед! Покажем монголам, что им нас не одолеть! Так, секунду, сейчас продолжим. На 1 минуту. Все. Лучники, на возвышенность! Расчищайте путь! Убейте их, господин Сакай! Не останавливайся! За клан Адати! Бейтесь, или они нас прикончат! Убьем всех!
Господин Сакай, разведай дорогу впереди. Ему от нас не уйти. Бегите домой, псы! Эти ворота для вас закрыты! Господин Сакай! Бегите, трусы! Дзин, что ты делаешь? Расчищаю путь. Но не так же. Так нельзя. Врага надо встречать с честью, не как зверь. По-другому они не поймут. Ужас — это не оружие самурая. На башне! Они сорвут наступление! Господин Сакай, отправляйся! Уничтожь орудие, как подобает! Я отвлеку врагов на себя! Я иду с тобой! Держись рядом! Не отступать! Господин Сакай, нужно захватить пачку! Наверх! Орудие у нас! Вперед! Целься в монголов! Бей их! Еще монголы! Убейте всех! Там еще монголы на пути к мосту! Вижу! Здесь нам больше ничего не сделать. Вернемся к остальным. Правильно ты напугал монголов у ворот. Твой дядя не прав. Я не могу ему объяснить. Если мы не изменимся, то умрем. Мы все еще держимся только благодаря тебе. Все это знают. Впереди еще долгий путь. Получи своих сломили! Хан уже отступает! Там еще монголы! Осторожно, Масако! Нет пощады монголам! Отправьте их к демонам! Путь свободен! Вперед! Строй! Вперед! Нам нужно дойти до моста! Все к мосту! За Цусиму! За Цусиму! Гоните их назад в море! Убить их всех! Враг
Мы почти добрались до хана. Осталось захватить мост и главную башню. Воины, прорывайтесь за ворота! Господин Сакай, мы будем стрелять по ним сверху! Юна, нам нужен твой лук! Да, я рядом! Смотрите, мост! Они отступают! Что-то не так! Хан так просто не сдался бы! Син, стреляй! На них взрывчатка! Стреляй в лошадей! Стреляй! Несчастные. Послал их на смерть. Напрасно. Мы должны почтить их жертву. Собери лучших воинов. Мы восстановим мост и атакуем с рассветом. Нет. Мы потеряли многих. Если бы вы послушали... Довольно! Есть другой путь. Мы обсудим это одни. Монголы перешли к обороне. Не дадим стянуть силы и покончим с войной. Вы послали людей на смерть. Они воины. Их кровь у нас на руках. Я проберусь на ту сторону. Отравлю врагов. Это бесчестно. Я хочу спасти наших людей. И учишь их нас бояться? Если не свернешь с этого пути, значит, ты не лучше монголов. Я учил тебя сражаться с честью. Честь. Хан предал мечу. И он должен заплатить. Тобой управляет гнев. Я пожертвовал всем, чтобы спасти людей. Дал надежду. А вы что? Тин. Нет. Довольно. Господин Сакай. Кензи, что ты здесь делаешь? Пытаюсь помочь раненым. Но лучшее, что я могу предложить, глоток спиртного. Как утешить того, кто только что потерял руку? Я не знаю. Так и всегда знал, что сказать. Мне не хватает этого глупого парня. И всем нам. Отдохни. Я попробую. Дзин, Госпожа Масако, вы выжили. многим повезло меньше. Когда умирали мои дети, меня не было рядом.
Но этим мальчикам я хочу облегчить путь к перерождению. Господин Симура хочет атаковать на рассвете. Если есть иной способ, который поможет спасти чьих-нибудь детей, Может и есть. делай, что должно. Я поддержу тебя. Уже лучше. Продолжайте. Сенсей, господин Симура хочет восстановить мост. Выступаем на рассвете. Смелый ход. Хан такого не ждет. А промедление сулит нам лишь новые потери. Возможно, есть другой путь, Который нарушит кодекс чести твоего дяди. который спасет жизни. Осторожней, Сакай. Вы против? Я этого не говорил. До встречи, господин. Цусима оплакивает вас. Господин Сакай. Норио, я боялся, что ты погиб у моста. Я чудом уцелел. Взрыв отбросил меня на землю, а этих отважных воинов отправил в иной мир. Мы похороним их с почестями, когда захватим замок. Думаете, есть надежда? Надежда есть всегда. Не отчаивайся, Норио. Никогда. Твой дядя приказал починить мост. Он намерен действовать по своему плану, совсем не думая о потерях. Люди пришли сюда сражаться за тебя. Сколько аконита ты соберешь за час? Пару горстей. Скажи остальным, соберите как можно больше. Ты отравишь монголов. Я проберусь в замок и отравлю им питье. Пусть хан захлебнется своей кровью. Такое от дяди не скроешь. Знаю. Так, кое-что для тебя сделал. Может и не пригодится, но если что-то произойдет, Не бойся. прошу, возьми. Вот весь аконит, что мы нашли. Этого хватит? Да, им хватит. Добравшись до башни, я осмотрю расположение войска и придумаю, как их отравить.
Надо перебить стражу, но тихо. Тогда можно будет залезть повыше. تنجم بال Путь ваш накрыт. Теперь найду способ отравиться. Пойду через сад. Мало стражи и есть где спрятаться. Соломенная шляпа. Рюдзо. Конечно, он тот. Готовится к пиру. Я могу отравить кумыс, который хан так любит. Пусть его воины напьются, а я добью оставшихся. Серьезное укрепление. Взрывчатка. Мой дядя ведет нас на смерть. Надо как-то тихо подобраться к кумысу. Лучше пройти через сад. Надо попасть туда и отравить им питье. Ой! 내게 못했어. 내게 못했어.
Здесь они хранят молоко. Отравлю его. Теперь ждать. Инек постаттугар! Дзин! Где хан? Едет на север. А мне велел разделаться с призраком. Ну так попытайся. Нет. Я мог давно тебя убить. Но я убедил хана дать тебе шанс. Он убил Таку! А ты убил моих людей. Я потерял всех. Кроме тебя, мы можем одолеть монголов вместе. После всего, что ты сделал! Скажи, что я служу тебе. Что ты сам подослал меня. Призраку поверят. Хватит! Ты мой друг детства, Рюцо. Сдавайся. И ответь за преступление. Ради нас обоих. Не могу. Тебе следовало сдаться! И твой дядя меня казнит! Не остановишь, Рюцо. Как же принципы твоего дяди? Ты не оставил мне выбора!
Я никогда не прощу тебя! Джин. Пощади. Прощай, Рюдзо. Рюдзо. Хорошо. Замок ваш. Хан идет на север. Мы его нагоним. Ты ослушался. Я сделал, что должно. Ради них. Ты хочешь, чтобы тебя помнили таким? Он защищал нас! Ценой ужаса и разрухи. Это война. И ты уподобляешься врагу. Это не наш путь. Иначе наш народ не спасти. Сёгун потребует виновного. Но ты ни в чем не виноват. Я знаю, это она тебя вынудила. Дядя. Забудь о призраке. Пусть она отвечает за все злодеяния. Скажи, что ты Дзин Симура. Ты верный слуга Сёгуна. Наследник. Мой сын. Я не ваш сын. Я призрак. И за это тебя будут судить. Найди Хана. Дин. Ради Таки. Иди. Что тебе надо? Господин Симура попросил меня привести саке в благодарность за помощь. Я стерегу пленника. Да он никуда не денется. Если будете медлить,
Ваши друзья все до капли выпьют. С тех пор, как мы здесь, я пью одну только воду. Вот, надо себя порадовать. Кензи, что ты делаешь? А на что похоже? Идем. Сбежав, я не смогу объединить людей против хана. И уже не верну доверие дяде. Останетесь, и он тогда отправит вас на суд Сёгуна. Только что пришел приказ. Вот. Вы нужны людям, господин. Юни тоже. Где она? На севере. Ищет след хана в снегах. Ваш меч у нее. Она дожидается призрака. Простите, дядя. Найди Масаку, Норю и сенсея Исикаву. Ждите в деревне Оми. А мы с Юной пока расчистим вам путь. Она будет в Кине, у священного дерева. Да, там и ищите. Ваш конь в конюшне снаружи. Один слуга сказал мне, что у ворот есть дыра в заборе. Пролезьте там. Я отвлеку людей. Но мне лучше тоже исчезнуть, когда ваш побег обнаружат. Спасибо, Кензи. Нравится вам Сакэ, господа? Я слышал, вечером он произнесет речь у главной двери. Все провоняло смертью. Их там нет? Спасибо проклятому призраку. Как он их перебил? Он не человек. Тогда мы пойдем на монголов. Второй раз мы не попадем. Только тех, что здесь. Армия хана продолжает грабить северные префектуры. Каге. Господин Сакай бежал! Ищите повсюду! Найдите его! Нам помочь в поисках, господин? Кто-нибудь его видел? Он мог сбежать на север. Вы двое, на коней! Остальные на ворота! Хорошая. Он освободился. Он уже доказал, что у него нет чести. Тихо. Коня убейте! Прости, Каге. Нам надо в Кин. Юна ждет нас. Прости, что не защитил.
Все здесь сожгли. Но есть надежда, что Юна жива. Кензи сказал, Юна ушла к священному дереву. Я безоружен. Нельзя, чтобы меня заметили. Начинается метель. Нужно скорее найти Юну. Нет. Юны здесь нет. А эти люди... Должно быть, монголы их окружили. Кровь. Но ран ведь нет. Еще крестьяне. Почему они погибли? У него изо рта шла кровь. Пахнет аконитом. Монголы научились делать мой яд. Теперь они используют его против нас. Ну, призрак! Бартарник! Меня отравили. Они скроются в метели. Ну же, глупый ты животное. Юна, это ты? Думала, ты не очнешься. Я сам удивлен. Монголы отравили меня моим ядом. Откуда он у них? Не знаю. Теперь могут делать его сами. Значит, испытали его в деревне Кин. Перед тем, как ее сожгли, я видела людей, лежащих в лужах крови. Решение тут одно. Убить Хотунхана. Он увел свое войско в крепость на берегу. Порт Идзуми. Мы должны засесть где-то рядом. Я поищу место. Твои вещи в сундуке.
Как сможешь, приходи к дозорной башне. Надо найти Юну. Знаю, где лучше спрятаться. Поднимись и посмотри на гору. Убежище. Где-то на горе. Пагода-Дзюгаку. Уединенное место, легко оборонять. И на расстоянии удара от крепости хана. Только одна беда. Ее захватили монголы. Это мы исправим. Идем к лошадям. А где твой конь? Когда я бежал, стража замка стреляла в нас. Они убили Кага. Сочувствую. Пока придется обойтись этим. Пошла! Все эти люди из Кина? Не знаю. Монголы не один город сожгли. Не сражались бы мы друг с другом, а взялись бы за них. Скажи мне, почему ты сдался? Если бы я не сдался, все, кто за мной шел, напали бы на самураев и на господина Симуру. Устроили бы резню. Хану только этого и надо. Твой дядя сыграл ему на руку. Его загнали в угол. Монголы, я, долг перед сёгуном. Выиграть эту войну можно лишь вместе. Симура глупец, что отказался от тебя. Он хотел, чтобы я стал его сыном, а я его подвел. Но ты поступил правильно. Пусть так, но мне от этого ничуть не легче. Скажи это тем, кого ты спас. Если мы убьем хана и прогоним монголов, может, тогда твой дядя тебя простит? Я не нуждаюсь в его прощении. Ты ни о чем не жалеешь? Что бы ни случилось, его прощение не сделает меня иным. Он думает, я тебя испортил. Я сам сделал выбор и уверен, что выбрал правильно, несмотря на последствия. И пусть сёгун считает, что я предатель. Храм Дзюгаку уже близко. У озера есть рыбацкий лагерь. Встанем там и пойдем на разведку. Лошадей оставим. Дальше пешком. Здесь густой лес. Легко укрыться. Как нам, так и монголам. Безопаснее подойти к храму по открытой местности. Или по льду. У них пленные. Замерзнут насмерть. Мы их освободим. Сначала лагерь, потом храм. Сигнальная пушка. Чтобы оповестить о нападении.
Замерзнуть насмерть. Ужасно. Бросили умирать на холоде. Сраные монголы. Ой! Солодко! Den Negumben! Parçala! Dur! Bunlar inecek! Uçun aşağı! Будто и нет никакой воды. Они заставляли нас работать до смерти. Вы свободны. Больше никого нет. Храм обороняет лучше. Так просто не войдешь. Посмотрим, что там. У озера их лучники. Нас сразу увидят и застрелят. Пусть сами к нам придут. Что? Выстрелю из сигнальной пушки, выманю их на лед, а там перебью по одному. Они оставили порох на льду. Нам это поможет. Будь начеку, я их выманю. Уж это они заметят. Пора назад к Юне. Сработало. Они вышли на лед. Конец им. Мы с ними разделались. Теперь идем к пагоде. Нужно продумать нападение. Водопад замерз. Заберемся по нему и перелезем через стену. За мной.
его охрана. Убью его, и они разбегутся. Так же, как спас крепость Ерикава. Вот и все. Ты в безопасности. Мы думали, что так и умрем рабами. Тебя не тронут. Монголов нет, стены прочны. Это хорошее место. Эй, твой дядя выбрал свой путь. А я выбрал свой. Ход, он понял тактику моего дяди. Знает, как сломить армию самураев. Но не знает, как защищаться от нас. Мы отомстим за Таку. За всех. Дин, сюда. Пока мы в изгнании, мы не можем вернуться обратно на эти территории. Блин, я и забыл об этой фиче. Вот. У нас осталось квестов несколько недоделанных. И ну ладно. Надеюсь, поскорее это изгнание закончится. Не будет тянуться прям до самого финала. То будет обидно. Тут уже все прокачали, тут все прокачали, остались только и вот эти вот квесты орудий призрака. Как там она сказала? Хотите взглянуть на товары? Есть что-то новое?
Тут ничего. Тут что-то новое. Спасибо. Всегда рад помочь. Я знаю, как рассуждают господа. Они пришли установить свои законы и следить за Дзита. Если господин Симура не поставит его на место, это сделает все. Хороший лук — это произведение искусства. Я тебе говорю то, что услышала от языка. Проклят был у Тицуны, а не его лук. Как по мне, разницы нет. Вовсе нет. Мои доспехи спасут от монгольских клинков. Так. Улучшаем этот доспех. Это вас защитит. Я все ждал, когда он наконец нам откроется. На максимум. Ресурсов хватило. Прекрасно. Мы молимся за вас, господин. Всё, теперь будем ходить на постоянку в этом доспехе. Какая там у меня до этого была повязка? Вот это? Ну, она даже получше, чем та. Наверное, это пусть будет. Ладно. Пока так. Такие значки вопросов это я вне стрима, понятное дело, посмотрю уже. Удобно, пока. Дальше на сюжет. Господин, помогите! Дубквесты тоже, Тим, это все потом. сюда. Мы могли бы воспользоваться старой дорогой из Оми через форт Каминадака, но там монголы. Чтобы избавиться от них, тебе понадобится помощь. На горе Сага есть лагерь охотников. Их предводителя зовут Такеси. Он твой друг? Нет, но он сделает все, что я скажу, а его люди хорошо стреляют. Встреться с ним, а я проникну в замок твоего дяди. Друзья найдут тебя в Оми. Веди их в атаку с юга. Мы с твоими друзьями-охотниками зайдем с севера. Думаешь, получится? Да. Береги себя, Юна. Ты тоже.
Располагайтесь у костра, господин. Они хотят, чтобы мы сдались. Ты Такеси. Чтобы отчаялись. Вы меня знаете? Я Дзин Сакай. Я от Юны. Она жива? Где она? Монголы окружили Оми. Надо расчистить путь, нужна помощь. Юна отправила меня к тебе. Это опасно. Я думал, ты опытный охотник, и что твоим лучникам нет здесь равных. Это Юна сказала? Она сказала, тебе не все равно. Ошиблась? Насчет меня? Нет. Но моим людям надо бы дать причину для риска. Зима будет холодной. Где вам лучше? В горах, охотясь на белок? Или же в теплом форте? Ну, если пустят до весны, идет. Договорились. Это вам не на кабанов ходить. Посмотрите сами. Я начал забывать его лицо. Ворота охраняют лучники. Весь день снуют патрули. Если мы проникнем внутрь с этой стороны, Юна и остальные ударят с юга. Там будет Юна? Хорошо. Форт выстроен на скалах. По ним можно забраться внутрь. Лагерь лесорубов. Они снабжают форт древесиной. Но как появились монголы, я никого там не видел. Вы хорошо лазаете? Неплохо. Этот бандит подлил яд в выпивку.
Меня ищете? На помощь! Я тебя освобожу. Господин Сакай, вы спасли меня. Я в жизни не поверю в мерзости, которые о вас болтают. Вы спасли мне жизнь. Я угодил к монголам на дороге за фортом, что на высокой скале. Оттуда видно всю долину. Нужно с ними разобраться. Пора идти в лагерь к Такисе. Господин Сакай, я здесь. Мы несколько часов сюда лезли. Просидим здесь еще, монголы нас точно увидят. Отойди от края. Я быстро. Ха, как же. Ты это видел? У Юны интересные друзья. Спланируем атаку. Отсюда можно оглядеться. Заберемся на крышу. Это даст преимущество. Говорите, как Юна. Она хороший учитель. С холма лучникам будет открыт весь внутренний двор. И много мишеней. Направим туда основные силы. Вы идете со мной, остальные на холм. Если меня увидят, стреляйте. Хорошо. Удачи. Мы вас прикрыли.
Кто способен на такое зверство? Монголы. Видимо, лесорубы пытались сопротивляться. Перебьем всех в этом форте. Еще один патруль. Нападем на них из засады. Прячемся. Вы слышали? Вперед! Стрелять по моему сигналу. Пусть подойдут ближе. Стреляем! Убейте! Шевелитесь, нам к мосту. Приветики, привет. Привет, Оливка. Ой, как неожиданно. Я, если честно, уже вообще никого не ожидал на стриме в такой поздний час. Господин Симура сражается с монголами по-своему, а я иначе. Вы сами по себе и не вправе отдавать нам этот форт. Дзито у себя в замке. Форт не понадобится ему до весны. Мы уйдем раньше, чем он явится. А я, как всегда. Но, тем не менее, очень рад. Очень приятно. Это возле южных Уже ворот. не так одиноко будет. Не ждал, а я пришла. И я очень рад. Привет, Оливка. Очень рад, очень рад. Будет ли много текста по традиции нашей любимой? Или сегодня так, без новостей? Юна! Это она? Нам нужно туда. Посмотрим на мост. Монголы отправили туда большую часть войска. Это наш шанс. Если идти по мосту, надо быстро убрать хвачху. Вы сможете пробраться под мостом? Застать стрелка врасплох? Ну, я не знаю, как надолго, ибо хоть VPN и работает, но лаги хорошие могут быть. Блин, это плохо. Могу уцепиться крюком за дерево и перепрыгнуть. Влезть на утес с другой стороны. Если вас увидят, мы начнем стрелять. По мосту, под мостом. В любом случае, это опасно. Сделаем, как скажете, господин Сакай. Пусть твои будут готовы. С Твичом никак ничего не продвигается там у тебя. Раз уж с VPN. Тоже траблы такие. Это обидно, конечно. Много текста, ну, в принципе, могу. Ну, тогда давайте, валяйте. Я и так-то собирался спрашивать, как у тебя там делища. Если что-то новое или
все по-старому, хорошо. И помню, там рассказывала, что планируешь увольняться после еще каких-то там деньков работы. Кстати, я забыл в прошлый раз у тебя спросить, а то помню, еще до того, как ты в прошлый раз заходила и рассказывал те новости, помню, вроде по Человеку-пауку, по тому стриму заходила твоя мама на какой-то стрим и рассказала, что она у тебя теперь тоже геймер, что ли, получается. Сказала, что Nintendo себе даже не одну прикупила. Мои поздравления. Как там она сейчас уже? Что уже прошла? Какие впечатления уже за все это время? Не, я даже не пыталась больше. Это насчет Твича? Блин. Ну а так-то вот с этими лагами, с VPN тоже такое себе жить. А теперь еще и с Дискордом, насколько я знаю, у вас там очередные проблемы. Да, купила себе свечи. Угу. Помню, тогда был очень удивлен, когда она мне рассказывала это. Говорила, что уже даже несколько там игр то ли прошла, то ли начала проходить. Моей бы маме вот так вот что-то сказать или предложить что-то поиграть, так сразу начнется вот эти вот традиционные: ох уж эти ваши компьютеры, ничего мне это не надо, не интересно, фу-фу-фу и прочее. А тут свечи и не один. Это современная мамочка. Так, про то, как я решилась уволиться, я говорила? Да, говорила, что еще там какой-то период времени еще продолжишь работать, а потом то ли под Новый год, то ли когда там говорила, уже планируешь окончательно увольняться. Сейчас будет артиллерия. Я представляю, как они там офигели от такого. Только все стояли, и вдруг начала артиллерия долбить по ним. Своя же. Идет подкрепление! Подождите. А, у меня с тыла зашли. Поможем тем, кто у ворот! Что, все? Ну блин. Стой, я же рассказывала про закрытие месяца и начальницу. Ну, насчет коллег, насчет начальницы, да, я помню, ты что-то рассказывала, но можешь уточнить, это ли ты рассказывал? Может, ты там что-то еще имеешь в виду, о чем я не знаю. А то я уже, может, запутался, что рассказывал, что нет. Это у нее лучше спроси. Могу только сказать, что она играет и у нее мозг ломается, что я же взрослая тетя, куда мне в игрушки играть? Но ей нравится. Парадокс, вот именно, я тоже был в шоке. Но главное, что нравится, главное, что заходит. Так, я сейчас грейпфрут почищу и напишу про увольнение. Грейпфрут. Ты прям любишь его или для разнообразия так взяла попробовать? А то я вроде пробовал его, но мне, если честно, не понравился. Такой на любителя.
То я же... Это я читал. Вон они. С ними люди из Ярикавы. Я все понял. Ну и призрак! Но вы должны быть великаном! Не отвлекайся! Наконец-то ты здесь! Не приближайтесь, а то они увидят! Будь осторожен, Кензи! Да пытаюсь, отойдите! Надо было ждать, пока мы откроем ворота! Это Масака придумала. Сколько осталось монголов? Только те, что здесь! Ну так убьем их! За призрака! Призрак! Это было рискованно. Порт в наших руках, господин! Обожаешь? Ну, все целы? Я жив-здоров. Более или менее. Рад вас видеть, господин Сакай. Здесь наверху всегда так холодно. Ты привыкнешь. Возьми необходимые припасы и готовься ехать в Дзёгаку. Так, ты Такеси? Это прошлая жизнь. Его люди не просто охотники, верно? Это как посмотреть. Я позволил им остаться охранять дорогу. Но я не хочу, чтобы разбойники донимали людей, бегущих от монголов. Не будут, он знает, что я с ним сделаю. Мне кажется, он хотел тебя увидеть. Ну, увидел. А теперь пойдем. Соберем всех в Дзёгаку. Продумаем последний удар. Хану пора умереть. У меня также вот с этой, с хурмой. Знаю, что многие ее обожают. Я вот нет. При этом я ее даже не пробовал ни разу. Вот просто даже желания нет, вот. И все, и тут. И ничего не поделаешь. Да, знаю, мне не раз уже говорили, что как может не нравиться, если даже не пробовал, но вот не нравится. Вот по внешнему виду, по запаху, по описаниям, прям вот даже пробовать не хочется, вот не знаю. О, мне открыли прошлые территории. Наконец-то, я уж испугался, что только после финала откроет. Так, и вот продолжение истории. Нам тоже вернули 8-я история, тут 9-я, тут 8-я. Отлично, с этими персонажами закончим историю как раз. Что там еще? Это. Собирается шторм. Атака на крепость Хана? Это не прям финальный или квест? Ну-ка сейчас я уточню, а то мало ли это вообще может финальный квест. Тогда мне надо будет сейчас сюжеткой повременить и отправиться на доп-квест. А то финальный квест оставим на следующий стрим, по идее. Стрим, кстати, этот уже 2 часа идет. Ну, если прям все будет так, как я думаю, то еще чуть-чуть, наверное, надо будет посидеть и будет более-менее. А уже следующий стрим финал будет. Если прям все получится так, как я здесь себе придумал. Хурма вещь интересная, если ее правильно есть. Если неправильная попадется, то она такая вкусная. Если правильная попадется. Это да, я уже не знаю, сколько я раз это слышал, что это я просто неправильно не пробовал, что а ты только попробуй, ну вот надо, ну вот хотя бы один разок, ну вот не знаю, я каждый раз одно и то же отвечаю, что вот не заставите меня, не знаю. Вот сколько раз уговаривать нет и все тут.
Вот даже пробовать не хочется. Говорю, что по внешнему виду, что по запаху, что по описанию, вот как рассказывают. Вот мало того, что и желания нет, и, если честно, даже какое-то отторжение идет от вот этих вот описаний. Вот лично у меня. Вот запах этот мне не особо нравится, внешний вид как-то не привлекает. Но это лично мое почему-то. Знаю, что многим прям очень нравится, многие обожают, но вот такое вот бывает. Сейчас я уточняю насчет этого квеста. Да. Это получается либо финальный, либо какой-то из финальных квестов у нас сейчас вот. Скорее всего будет. Вот еще тут кое-что гляну. Да, все. Ну тогда сегодня вот доделаем еще парочку доп-квестов. И тогда оставлю на финальный следующий стрим вот это вот сюжетные задания. То есть сегодня я не предполагал, что у нас сегодня уже финал будет. Это неожиданно. Ну, тогда начнем с вот этого вот задания, как раз историю вот этой госпожи закончим, последний квест из ее цепочки. Но это надо искать. Грейпфрут побежден. Готовься к много текста. Готов. Всегда готов. Наесться до отвала. А где эта тетка? Вот она. Дзин. Простите, что отвлек. Ничего. Продолжаем. Привет, Кисторс. Вы молились? Сколько лет, сколько зим? Моим предкам. Просила прощения за то, что сейчас сделаю. И каков ответ? Я его не слышу. Поскольку вам надлежит сделать то, чего ваши предки сделать не могут. Я знаю, где моя сестра. В старом форте клана Кикути. Вы готовы? Я сожгла все благовония. Прочла все молитвы. Ну тогда идем мстить. И, как говорится, мстя моя будет жестокой. Владения Кикути находятся там. Как вы нашли сестру? Она была замужем за человеком по имени Икеда, вассалом клана Кикути. Их крепость тут рядом, под горой. Она всегда хотела иметь свои собственные владения. А когда мужчины клана погибли у Комода... Она постаралась стать хозяйкой того, что принадлежало Кикути. Ведь то, что было вашим, ей взять не удалось. Я узнала у местных. Тут поселился новый клан. Их знак похож на тот, что мы видели на бумагах. Тогда это она. Говорят, она устроила приют для беженцев, заявив, будто знает, каково это — лишиться дома. Молва не лжет? Ну, скоро выясним. Почему она говорит, что лишилась дома? Она покинула дом, выходя замуж.
Ее муж был вассалом клана. Да, Но вы младшая сестра. Почему же за самурая выдали вас? когда мы были юны, на наш дом напали разбойники. Хана спряталась вместе с родителями, а я взяла меч. С разбойниками я покончила в одиночку, и лишь потом подоспели самураи. Вел их Адати. Хана посчитала его для себя прекрасной партией, но Адати понравилась я. То есть она ревновала. Ревность — корень многих измен. Я хотела облегчить боль ее сердца. Устроила ей свадьбу с Икедой, и Ханну отправили на север. После смерти отца со мной был дядя. Но оказаться без семьи, без друзей... У нее был муж. Он ведь чужак. К чему ты клонишь, Дзин? Я хочу понять, почему она пошла на такие злодеяния спустя столько лет. Тут нечего понимать. Ханна убила мою семью, и сегодня она за это заплатит. И ничто не предвещало этой измены? Мы никогда не были близки, но и вражды друг другу не питали. Я встречалась с ней на собраниях у господина Симуры. Мы беседовали. Я и подумать не могла, что в ее сердце такая ненависть. Но она была в вашем доме в день нападения. Она приехала утром. Хотела вместе со мной ждать вестей с берега Комоды. Мы тревожились за наших мужей. Впервые я почувствовала, что мы с ней близки. Я показала ей внуков. Она привезла им подарки. Им она понравилась. Она приезжала не за утешением. Она хотела видеть, как мы умрем. Женщины твоей семьи умеют сражаться. Я сам это видел. Мы с невестками побежали защищать дом, а Ханна с детьми побежала к стойлам. Потом я нашла ее тело, так я думала. Лицо было изуродовано. Я смогла узнать ее лишь по золотому поясу. И похоронила ее вместе со своей семьей. Она инсценировала свою смерть, чтобы избежать мести, если кто-то уцелеет. Хитрый план. Я уцелела, это ее большая ошибка. Но! Вижу много текста уже, Оливка. Дай мне, если что, маленькую подсказку. Стоит ли ждать еще продолжения или уже можно приступать к зачитыванию? А то я жду, чтобы полностью все многобуковы написали, чтобы полноценно все прочитать, а не кусками. Оставим лошадей, дальше пойдем пешком. На воротах стража. Будьте готовы. Если там и правда приют для беженцев, не может быть. Где госпожа Хана? Госпожа Масако, убейте ее! Руби их! Руби концы! Помоги открыть! Скорее, пока не подоспели другие. Все-таки она помогает людям. Хана делает все только в своих интересах. Госпожа Хана, покажись! Убейте их! Где она? Подкрепление! Вы слушайте, убийцы! Выходи, трусливая тварь!
Пробивайся к Дадзё! Сколько их? Неважно, убей всех! С меня хватит! Убей их и покончим с этим! Сразись и умри! Пойдем. Молю, пощадите. Где госпожа Хана? В доме на холме, господин. Скажи мерзавке, что сестра пришла. Что вы с ней сделаете? То, что она сделала со мной. Она ведь вам родня. Мои родные мертвы, а она всего лишь убийца. Хана, покажись! А, сестрица. Ты меня обманула! Кого я похоронила вместо тебя? Крестьянку. Ее убили монголы. Скажи, ты по мне горевала? Ты отняла у меня все! Только дочерей и внуков. Далеко не все. Монголы украли у меня смерть Адати, а ты смогла выжить. Но вот теперь я, наконец, отниму все. Убить их. Эти мои, а она ваша. Спасибо. Я здесь! В смысле вернитесь в область истории? А я отошел буквально на 2 шага. Что за приколы? Эти мои, а она ваша. Спасибо. Прикончить его! Жалкий предатель! Масако. Смерть. Где она? Внутри? Снаружи? Ты убила моих детей. Моих внуков. Погубила мою семью. Малая цена за то, что ты сделала. И что же я сделала? Ты у меня все украла. Выгнала из дома. Всю мою жизнь ты себе забрала. Бросила на мерзлой земле с буйным пьяницей. Тебе бы пришлось страдать целую вечность, чтобы понять, как я жила. И на это меня обрекла ты! Все это не моя вина! Твоя! И будь проклята за то, что отрицаешь. Пришла меня убить? Так убей уже!
Сделай хоть одно доброе дело. Я не могу прекратить твою боль. Но ты можешь. Вот, и оставайся одна. Я так и не оплакала родных. Я пыталась почтить их. Вспоминала самое лучшее. Но в мыслях все время лишь она. Она забрала все. Нет. Вы сумели достичь своей цели. Совершили возмездие за их смерть. И теперь обретете мир. Этот путь ведет не к миру. А куда же? Я не знаю. Чтобы узнать, мне нужно идти дальше. Прошу, не уходите. Я должна. Но я приду к тебе, когда буду нужна. Преданная сестра. Вот и все. Вот и досмотрели мы эту цепочку квестов с этой госпожой. Прошли все 9. Да, все. С ней больше квестов нет и не будет. И 9 прошли. Долго они были раскиданы. Сначала парочка на этом острове, полуострове, потом следующую часть мы проходили вот недавно на недавних стримах вот на этой части острова, и вот последний прошли вот на третьей части острова, финальный. Теперь можно либо продолжить еще историю вот нашего сенсея или вот этого монаха. И там по 2 квеста, 8 и 9. Вот с госпожой был только один последний 9, а тут еще вот по 2 квеста. Ну или вот эти вот более мелкие квестики еще можно глянуть. Например, вот эти 4, которые на прошлой локации. Ну что, как я сказал, сюжетку мы оставим уже на следующий финальный стрим. Так, я смотрю, много текста продолжается. Прям мега много текста. Я уже даже потерял, где там, с чего все это начиналось. Ух уж, мне сейчас придется читать. Ох уж, это времени займет. Ладно, раз пока ты не говоришь, что уже можно приступать еще, пока ждем. Напишу, как можно читать, просто из-за VPN кусками отправляю. Хорошо. Тогда жду, когда там будет финал этой эпитафии. А мне нужен новый колчан или мешок? Для вас только лучшее. Прекрасный выбор. Рад помочь. Да только победы что-то не... Так, запас До пополнили. Господин, не нужно ли чего? Господин,
У мельницы Саго творится что-то странное. Монголы? Не знаю. Там все ходят, будто из них душу вытянули. Но твердят, что все хорошо. Значит, случилось что-то скверное. Я узнаю, что к чему. Любопытное место. Ага, еще один квестик нам открыли. Ясно, превосходно. Да, мне еще тут не стрима заниматься вот этим открытием территорий, значки вопросов, всякое остальное. Кстати, вот на этой Тойотами, на Среднем острове, еще где-то одно место есть. Какой-то лагерь, видать, который мне мешает полному открытию карты. Не хочется его найти. Может, вот этот вариант. Потому что потом откроется полностью карта и все значки вопросов откроются. Будет удобно. Да, вот он. Повезло. Последняя территория на этом острове. Зачистим ее, и будет мне карта. Или может не стрима это сделать. Сейчас отправиться на квесты. Я хотя бы вот себе обозначил, что она здесь. Давайте отправимся реально на квесты. Вот эти 4. Я вряд ли мы все 4 сегодня сделаем, но хотя бы сколько-то. Святилище осквернили. Кто мог такое сделать? Осквернено. Кто-то намеренно это сделал. Все разрушено. Кто-то сильно постарался. Убили и бросили гнить. С полным презрением к священным посланникам. Кто-то выплеснул свою ненависть. Знаешь, кто это сделал? Лисички. Монголы. Наверное, их рук дело. А попади. Ну и ладно. Ну и фиг с этим стелсом. Пошли, пошли. Следуйте за лесой. А их тут не одна. Похоже, есть еще. Ну как ты вовремя дернулся?
Тихо. Не дуди. Ой! Конец много текста номер 1. Еще будет столько же. То прям настолько много всего всякого произошло интересного. Капец, как будто год не виделись и столько событий. Прошло всего-то немного. Это я сейчас как зачитаюсь надолго. Много текста номер 2 напишу, как это прочитаешь. А, хорошо, значит сейчас будем приступать наконец. Они убили столько лис, осквернили святое. Это были последние. Последние. Больше они не тронут ни тебя, ни других божественных посланников. Прикольный квест с Пусть кучей убитые лисичек. обретут покой. Погладить, естественно. По-быстренькому осмотреться, нет ли лута. И все. Потом отправимся вот сюда, если успеем. И сейчас буду начинать зачитывать. Так, вперед там. Итак. Так, сейчас будет много-много разговора. Запить у меня уже, конечно, здесь ничего нет, но, надеюсь, горло не поломается от этого текста. Так, и сейчас еще раз. Это было громко, поэтому отключил микрофон. Все, погнали. В предыдущей серии. Раз я не успеваю работать и работу, я неблагодарна и вообще не нравится, пиши рапорт на увольнение. На утро я написала рапорт и ушла на больничный. Да, это я помню. Дальше, 10 число. Четверг. Я вышла с больничного, и прям с утра меня замначальница моего отдела повела к замначальнику подразделения. Капец, замначальник тут, замначальница там. Отдела. Подразделение. Так все сложно. Если кратко, то их монолог был примерно такой. Оль, мы тебя, конечно, не уговариваем, но ты такая красивая, ты такая умная. Уходить никуда, наверное, неправильно. И ты хоть место бы заранее поискала. Но мы примем любой твой выбор. Ага, начинается вот это. Ты же такая, ты же великолепный, боже, ты такой великолепный сотрудник. Ну куда же ты, ну что же ты, ну что, ну зачем?
Знаем мы вот это ихнее. Кстати, ты красивая, а главное умная. Можешь нам помочь. Можешь нам помочь? Тут в командировку более некому ехать. То есть под конец еще надо использовать тебя, да? Прям высушить до конца. Раз уж ты уже намереваешься уходить, то надо из тебя все соки выжать, чтобы до конца уже всю пользу от тебя получить, и тогда уже все, до свидос, можешь идти на все стороны. Это мы тоже знаем их, вот это любимое, конечно, куда же без этого. Более некому ехать. Ну, посидела я, послушала все это и думаю, вот мне сейчас на время командировку сделают надбавку к окладу, по итогу вышло плюс 200 рублей за ЗП, но лучше, чем просто спасибо. Ну, с этой стороны, да, тут, конечно, тут да. Плюс еще немалый тут соглашусь. Так вот, помимо этого, плюс 1,5К были на суточные расходы, за которые мне не надо перед бухгалтерией отчитываться, плюс оплаченная гостиница завтраком. В целом неплохо звучит. Ну, как-то да. Кидалом каким-то не пахнет. Звучит все очень хорошо. Даже подозрительно как-то. А учитывая, что в отделе остался один человек на всю Тульскую область, то выбор был очевиден. Что я поеду отдыхать, сейчас поймешь, почему именно это слово. В другой город. Ехать на машине туда часа 2. Ага. Четверг и пятницу меня готовили к командировке. Я просто сидела, конечно же, очень внимательно слушала и записывала, что мне там делать. Ага. Тут как раз очень в тему было бы вот это вот знаменитое помедленнее записываю. Очень внимательно слушаю и очень подробно записываю. Короче, 2 дня прошли по лайту. Шикарно звучит. 13 число, воскресенье. Мы с Егором очень классно провели время. Вечер походом на рок-оперу. Следующие много текста будут... насчет как раз рок-оперы. Все, понял, принял. А уже утром поехала Белев. Смешное слово. Утром Егор говорит, возьми ботинки, вдруг снег пойдет. Мы поехали... Я прочитал смешное слово. Самое смешное, утром Егор говорит, ага, возьми ботинки. Мы поехали в Белев. Пошел неплохой такой снег. Блин, у вас уже снег пошел, капец. У нас тут, блин, как называется это, бабино лето. То жара, то холодрыга, то опять жара, то опять холодрыга, а снегом никаким даже не пахнет. Опять, наверное, где-то в декабре на недельку выпадет катастрофические снегопады, а потом через неделю все пройдет и так вплоть до марта, а потом в марте опять снегу куча будет. Все как обычно. Обычной зимы уже 100 лет не было. А еще полдня не было света, так что я по своей части работы сделала запросы, пила чай и ждала свет. Ну это... Я уж насчет этого могу вообще ничего не комментировать, для меня это уже давным-давно привычное дело тоже. Командировка у меня должна была закончиться в пятницу. Не вдаваясь в подробности работы, я полдня работала, параллельно писала справку по результатам проверки, другие полдня пила чай. Сколько же ты там чая выпила? А вечером с соседкой по комнате мило беседовали за кружкой йогурта. Йогурты? Удивительно, почему не чай. Немного о соседке. Очень милая женщина. Раньше я была ее куратором. Ты была ее куратором. А сейчас она в другом отделе. Моих коллег она знает. Также она в курсе моего увольнения. И очень была рада, что я решилась. Ну, хоть кто-то еще поддерживает тебя. И возмущается. Плюс мотивации передумать становится все меньше, ибо премию ко дню полиции 10 ноября.
Ага. Тоже отменяют. Как и новогоднюю. Совсем офигели, что ли? Это слухи пока что, конечно, но основания верить есть. Вечер среды, а у меня уже все по работе готово. В четверг я сдала справку, мне ее все подписали, но гостиница у меня до пятницы. Еще но я могу уехать в четверг. Поговорила с главой этой командировки, он дал добро. Я уехала на день раньше. Но для всех я уехала в пятницу утром. Хе-хе. Но мы об этом никому не скажем. Прихожу в пятницу после обеда отдавать документы, и мне все начальницы говорят, как мной гордятся, ведь я в такую большую работу проделала. Вообще молодец. Удивительно. То и ни слова насчет увольнения не возмутились там. И так резко переключились, все такие добренькие стали, что ли? Опять подозрительно. Но то, что ты молодец, это факт. Да, тут согласен тоже. Работа не маленькая. Ага, половину времени пила чай и просто отдыхала в оплаченной гостинице. Но им знать это не надо. Ничего, никаких чаев не было, никто ничего не знает. Ты большая молодец. Была очень сложная работа, ты очень внимательно все слушала и очень внимательно все записывала. Все было сложно, ты все сделала, ты молодец, все. Премию тебе. Ничего не знаю. Чаи это уже в узком кругу лиц только. Правильно, им это знать не надо. Эту неделю я в отпуске, следующую я выхожу дорабатывать и дооформлять увольнение. Ага. Еще следующую выходишь, значит, и все. А через неделю, если звезды сойдутся, то пойду на стажировку на новую работу. Бариста? О, только хотел спросить, а что там насчет новой работы, есть ли уже что-то в планах или намечается ли что-то, а вот уже. Поэтому понятно, что то есть, значит, есть уже планы. Бариста? А почему бариста? Такой контраст, как бы полицейский, ну не полицейский, а из этого круга, и резко на баристу. Совершенно в другую отрасль. Ты там что-то умеешь уже поэтому в этом направлении или что? Или будешь с самого начала все учить, разбираться в этом? Конец, много текста номер 1. Так, это я уже читал. Кстати, что я поняла за эту командировку? Хочешь повысить самооценку? Начни увольняться. Это да. Так, конечно, не всегда бывает, но иногда такое, да, бывает, что вот только начинаешь увольняться, и все сразу такие, ну почему? Ну ты же такая хорошая, такой же хороший работник. И сразу мнение начинает резко меняться. Особенно если все так красиво совпадет, звезды сойдутся, что в этот момент, когда ты там увольняешься, там какие-то, вот как у тебя получилось, какие-то по работе там у них несостыковочки начинаются, кого-то где-то не хватает для работы, вот некому больше в командировку было поехать, кроме тебя, и сразу хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот тут, конечно, да, очень повезло. Уже все растаяло, так что снег был чисто на один день. Ну, понятно, ну как и у нас тоже обычно. В прошлом году, как, например, тоже. Декабрь. Ой, нет, не декабрь, январь. Я говорил декабрь, январь. Это же после Нового года было. Я еще помню, опять возмущался в прошлом году, что вот Новый год опять в говно погоде был, грубо говоря. Уже не помню, когда последний раз был Новый год в красивую снежную погоду. Постоянно, когда Новый год, на улице какое-то болото и какая-то фигня на погоде. На улице с погодой. Вот после Нового года в прошлый раз так как раз и было, в январе где-то. Снег как навалило за все предыдущее время, за всю
За все начало зимы, за весь декабрь, грубо говоря, тоже. Так вывалило на 1 неделю, или даже меньше, тоже на пару дней. И спустя там пару дней, неделю все растаяло, и все, и опять началось. И так где-то до марта. А потом, как обычно, в марте или в апреле второй сезон зимы начинается вместо весны. А весна начинается в начале лета. Парадокс. Я уже привык. Ой, что с этой погодой? Ну, честности ради, справку я писала как надо. Не филонила и действительно проверяла материалы, которые надо было посмотреть. Я думала... А, это уже насчет работы. Но честности ради, справку я писала как надо. Я же говорю, большая молодец, все. Работа была очень сложная, мы трудились, мы пахали, все, премию, все дела. Думала флористом пойти, но я... Флористом. Напомни-ка, что это, кто это? Очень знакомая профессия по названию. Ну, вот. Напомни-ка, что кто он. Кто это, что это, с чем его едят. Но я отвлекалась на вакансии, а мне в ответ тишина. И вот ответил на вакансию бариста. Угу. В этой сфере я почти ничего не знаю. И то только теория. А почему тебя заинтересовало это? Ну, то, что на вакансию откликнулись, это понятно, но почему вообще заинтересовала эта, собственно, вакансия бариста? Как одну из других вакансий. Почему бариста? Интересно, да и график 2×2 мне удобнее, чем 5×2. А, все понял. Вот как раз следующее сообщение ответом на мой только что заданный вопрос. График 2×2, да, вот это да. Ненавижу график 5×2 тоже, вот ненавижу. Тут согласен. Насчет поехать в командировку, тут либо я еду, и коллега на 50 районов остается куратором курортом. Либо она едет, а я курирую. Я подумала, и лучше я в командировку, даже если там нужно будет до ночи сидеть. Ну, для тебя это уже, тем более, как я понимаю, не впервые. Вот эти командировки, все дела. Так ведь? Я помню, ты еще когда-то рассказывал, что тоже ездила в командировки. Тогда тем более. И когда там в первый раз, может, куда-то далеко едешь, что тут еще можно подумать, что выбрать из этого, то или это. А тут... Копаться в бумагах — это первое поле деятельности, а не 100 500, как на работе с районами. А то да. Но главное, что все прошло хорошо. Не пожалела, никаких там приключений, происшествий не произошло за все это время. Все идет по плану, все идет хорошо, все идет нормально. Надеемся, что так дальше и будет, вплоть до самого этого окончательного увольнения. Но копаться не пришлось. Цветочный, букеты составлять и продавать. А, это насчет флориста. Цветочные букеты составлять и продавать. Я понял тогда. Я вот, если честно, даже представляю тебе такой... Понятно, почему ты изначально хотела туда пойти. Я даже вот представляю, вот тебя рядом с цветами, ты их составляешь, вот и букеты сделаешь. Вот это называется тот случай, когда вот работа, вот не знаю, как насчет
на самой практике, как там получалось или нет. Вот когда представляешь вот себя в роли вот этого вот человека, который работает, то вот я вот представляю тебя на этом месте, вот мне кажется, подходишь как раз вот для этого, вот идеально прям. Ты и цветы вокруг тебя, вот все идеально так подходит. А иногда бывают вот такие случаи, когда вот ты и это вот работа какая-то другая там, например. Вот ты и это, вот вообще ни туда, ни сюда, вот никак не пришей, не привяжи. В таком формате я один раз ездил и только на один день, а тут на 5. Ну не впервые же, ну не впервые же. Вот у меня, не знаю как у тебя, но у меня всегда вот так, пожизненно вот. Когда что-то впервые делаешь, всегда как-то нервно, всегда переживаю, всегда боишься, как оно, что будет, а как там, а что куда. Вот всегда вот так, когда что-то впервые. Куда-то едешь впервые, либо что-то по работе впервые, там, или люди новые, новый коллектив, все вот это вот впервые, что-нибудь вообще. Всегда как-то так напряжно у меня, не знаю, как у тебя. Вот когда уже во второй даже раз, вот я уж молчу там про какие-то уже 5-й, 10-й раз, вот даже когда уже второй раз, третий, то уже вообще в 100 раз легче уже. Все думаешь, я уже знаю, что там, что куда, я уже местный, прямо так говоря. Второй раз уже намного легче. А вот первый раз, что бы это ни было, у меня всегда как-то туго идет. Но суть такая же. Ну вот буду готовить и продавать кофе с десертами. Ну, тут, если честно, тоже, мне кажется, тебе подходит. Вот тоже представляю тебя вот в этом, тоже подходит, да. То есть с цветами, вот, что и баристой. Кофе, десертики. Почему бы и нет? Звучит хорошо. Главное, чтобы учеба там, стажировка все шло хорошо, чтобы там вот эти вот, не знаю, как там, смотря какой бариста или что там, чтобы вот эти вот процессы деятельности с кофе или с чем там еще, чтобы во время вот этого вот там не разбивать ничего, наколотить там бурды какой-то, ну, вот, что-нибудь, короче, там. Таких вот фейлов, чтобы ни в коем случае не бывало, чтобы там нормально учеба прошла и все было, как бы это назвать, мышечная память, вот что-то вот так вот, что уже само по себе идет. Вот главное обучиться так и все будет как по маслу. И будет шикарно. Мне соседка по комнате тоже так сказала, что цветочный мне может подойти. А что я в статистике забыла, она так и не поняла. Вот если честно, мне тоже вот, не знаю, я говорил тебе когда-то или нет, вот раз уж мы сейчас вот как раз на эту тему заговорили, то мне ты и вот эта вот работа, о которой ты раньше говорил, и вот поддерживаю тебя вот как раз в этом событии, что ты увольняешься. Потому что вот я тебя тоже не представлял, вот, как и подруга. Тут мы с подругой, получается, каких-то на одном мнении, что ли. Я тоже тебя, если честно, не представлял как-то вот этом вот отделе, в этих статистиках, вот этом вот серьезном мире. Но все равно у тебя работа прошла. Неплохо так. Опыт уже есть за спиной, как какой-никакой. Так что еще неделька получается, как ты сказала, и следующий этап жизни, что ли. Прям так. Как бы сказать опять.
Блин, вылетело из головы. Ладно, не важно. Пауза затянется долго с этими раздумиваниями. Ой, стрим уже 3 часа идет. Вот это я заговорился. Вот это мы обсуждаем. Вот это да. Если честно, я уже соскучился просто за вот такими разговорами с чатом. Уже 100 лет, наверное, такого не было у меня. Когда вот игра на фоне просто висит, а с чатом что-то там читаю, обсуждаю. Прям ровно 3 часа стрим идет. Может мне и не делать уже вот эти квестики дополнительные. А слушай, по времени уже как раз так получалось. Получается. Или доделать вот эти 3. Потому что там же еще наверху будет куча квестов, наверное. Ну или не куча, но сколько-то будет. И вот на следующем стриме, кроме этой сюжетки, еще что-то будем делать, например, еще вот эти 3 квеста где-то там, наверное, откроются. Да, давайте еще вот эти доделаем. То не хочется, чтобы этот стрим был каким-то коротеньким, если чтобы следующий финальный стрим не вышел там каким-то мега длинным. А то я оставлю сейчас все эти квесты на потом, а потом на финальном стриме, пока мы все это сделаем, пойдет полгода. Там человек. Не подходи! Простите. Я думал, это они. Это статуя работа мастера Идзо. Мало было монголам убить моего отца. Они еще и осквернили его наследие. Ты сын мастера Идзо. Я опечален вестью о его смерти. Ему не было равных. Это была его лучшая статуя. Будь у меня инструменты, я бы все исправил. Но убийцы и дом наш захватили. Ты получишь инструменты и восстановишь статую. Почтим память твоего отца. Благодарю, господин. Наш дом дальше по горной дороге. А если вы отомстите за отца... Отомщу. Дом мастера Идзо. Кто выйдет на бой? Наши самураи! Постынчивы! Кто-то работает в мастерской. Мастер Идзо. Что Он жив. вам нужно? Мастер Идзо, я рад, что вы живы. Ваш сын думает, что вас убили монголы. Бедный мальчик. Идемте к нему. Нет.
Я жив, потому что монгольский военачальник восхищен моим трудом. Монголы уродуют ваши статуи, уничтожают ваше наследие. Он велел сделать статую для самого Хубилай-хана. Как отказать? Берите инструменты, уходим. А которую статую разбили? Статую Босацу. Она сделана в честь рождения сына. Не лучшая моя работа. Он не согласен. Мамору хороший сын, но он ничего не понимает в искусстве. Что бы вы ни думали, эта статуя одна из лучших в Кусе. Что мне, Куси? Вы представляете, как велика Монгольская империя? Выходит, вы просто гонитесь за славой. А вы нет? Призрака все боятся и уважают. Я сражаюсь за свой народ. Счастливый вы человек. Вам не пришлось выбирать между долгом перед людьми и перед собой. Сюда. Прячьтесь. Сидите тихо. Мой сын. Тихо. Кто готов? Мамору. Бедный мой сын. Погиб, защищая ваш труд. На что оно мне без моего сына? Почтите память о нем. Будьте таким, каким он вас считал. Прости меня, сын. Меня дед учил мешать черную краску. Чернее, чем сердце демона. Монголы решат, будто тени пошли на них войной. Темнота вам к лицу. Преследуйте врагов. Вор. Что сказать, ты выбрал не тот караван. Сейчас я избавлю тебя от страданий. Нет, мой господин. Я убил этих бандитов. И не успокоюсь, пока не выпущу кишки остальным. А ты разве не с ними? Не по своей воле. Меня заставили. Чтобы так я уплатил семейный долг. Я работал на них несколько лет,
А когда вернулся домой, узнал, что они убили мою семью. Все забрали. И я не умру, пока не убью их всех до последнего. Они заслужили смерть, но ты не справишься один. Я буду рад помощи. Меня зовут Гамё. Дзин Сакай, покажи, где остальные. Надо было убить их еще давно. Я тебе помогу. Пошли. Можешь мне что-нибудь рассказать об этом лагере? Конечно, я хорошо тут все знаю. А там что? Там эти мерзавцы спят. Что за дом у воды? Там они хранят краденое. Внутри кто-то есть? Там обосновался их главарь, Гарахати. Он хуже всех. Эти стоят в стороне, за лагерем. Дозорные. Этих нужно убрать первыми. Не думал, что лагерь такой большой. Эти разбойники... Вперед! Смерть душегубам! Осторожнее! Это Гамё! Мы же его убили! Убить его! Ты заплатишь! Не шумите. Кажется, там кто-то есть. Ну ладно. Есть там кто? За ним! Живо! Чего он ждет? Ты уже не самурай! Прикрою я! Вторжение!
Еще не. Я жду вас. Здесь никого нет. Куда они поехали? Хоу! Тварь! Я рад, что убил твою семью, Гомер! Гарахати! Я тебя прикончу! Хватайте его! Я тебя голыми руками убью! Дело сделано. Твои раны. Я ничего не могу сделать. Я мог умереть, когда вы меня нашли. Ты отомстил за свою семью, Гомер. С вашей помощью, господин. А теперь последняя просьба. Не оставляйте мое тело с этими псами. Обещаю. Покойся с миром, Гомер. Монголы разоряют кладбища. Бесстыжие воры. Монах. Его обыскивали. Что они хотели найти?
Много неглубоких порезов. Его пытали. Что-то от него требовали, но он не сдался. Сорванные цветы, свежая земля. Словно он пытался что-то выкопать или спрятать. Он отдал жизнь за то, что прятал. Попытайся это найти. Сразимся! Кровавый след. Такие же цветы были у монаха. Так вот, что монах прятал от монголов. Это из храма Куси. Форум. Ау. Я на месте. Я смотрю, ты отходила, что ли? Вопрос на засыпку. Я сейчас много текста номер 2 писала. И дай угадаю, он не отправился. Так точно. Я смотрю, что ты внезапно пропала куда-то. Нет, никаких много текстов не было. Последнее, что было, это моя соседка по комнате тоже так сказала. А потом ты пропал. Я пришел вернуть вам украденное. Я уж думал, что больше ее Материться на еноте. Один из монахов спас ее ценой своей жизни. Он не был монахом. 3 точки, 3 точки, тире, Крестьянин, 3 которого мы точки. приютили. Как-то утром я узнал, 3 что он тире, бежал, 3 точки. прихватив с собой эту статую и мое одеяние. Так он был не мучеником, а вором. Всякий в ответе за свой выбор. Он выбрал и принял страдания. Ща еще раз напишу. Давай. По новой. Как в том меме. Все фигня. Давай сначала. Не, все фигня. Все по новой. Надеюсь, в этот раз все напишется, а то будет уже не смешно. 3-й раз писать. Так, а я тем временем эти 3 квестика, 4 даже, 4 квестика доделал, которые на этой части острова были. Значит, сейчас еще там наверху уже парочку еще этих маленьких квестов сделаем, если успеем.
Так, а следующие квесты... Вот тут один. Туда добираться долго. Либо историю вот этих продолжить, но я не знаю. Либо вот тут этот сделать. Доспехи командира монголов мне за это дадут. Вау. Давайте это сделаем. Сакай. Ой. Нет, не ты. Или ты. А, тут еще рядом его квест. Нет, не ты. Нет, тебя, я не знаю, либо на потом, либо на следующий стрим. Сначала вот ты. Господин, помогите! Помогите. Монголы заставили моего мастера изготовить доспехи для самого Хотунхана. Мало ему было захватить наш дом. Ему подавай работу наших мастеров. Завершив свой труд, мастер попытался бежать, а доспехи забрать с собой. Куда он их унес? 2 детали брони он спрятал в крестьянских домах, далеко друг от друга. А остальные? Они у монголов. Значит, мастера все-таки догнали. Он отказался говорить, где спрятал недостающие части. Его казнили. Я найду эти доспехи и отомщу за смерть твоего мастера. Вы стали бы достойным хозяином этих доспехов. Принесите их мне, и я буду счастлив подогнать их под вас. Там только что одна какая-то девушка прямо прибежала на фоне, пока мы стояли и разговаривали с этим NPC. Мне сразу вспомнилось, как будто сейчас мы принимаем интервью по новостям у кого-то, и тут на фоне какие-то школьники. Мама, я в телевизоре. Доброго дня, господин. И тут вот это вот так же. Мы стоим, болтаем с этим, а она там на фоне подбежала такая и встала, и стоит. Еще не хватало бы, чтобы рукой помахала, и прям было точь-в-точь. Мама, я в телевизоре. Ой, мне сейчас... Ой-ой-ой. 4 лагеря, 4 направления света. Не, это какой-то долгий квест. Мы сегодня его не успеем уже. Давайте этот, что ли. Или сенсея продолжим, а то он тут рядом стоит все равно. Да, давайте его. Но он прям вот в 2 шагах стоит. А тот квест на следующем стриме доделаем. Когда я был молод, мне пророчили славу Тадайори Нагао. Вы лучший стрелок всех времен. Ничего подобного. Но да, я хорош. И я благодарен вам за науку. Ну да, я хорош. Лук занимал все мои мысли. Места для семьи не осталось. Томоэ была мне как дочь. Ее деяния все перечеркнули. Да, понимаю. Моя жизнь принадлежала Луку. То, что Лук дал мне, было прекрасно. Но то, что Лук отнял... Семья важнее всего. Сенсей? Не становись, как я. Не отдавай все призраку. Томоэ где-то в Камиагате. Пытается собрать себе войско и задобрить хана. Если так, мы ее найдем. И прикончим. Да, так и будет. Блин, опять меня послали куда-то. Куда-то, где я еще не был. Я сейчас скакать полдня. Хотя можно отсюда тэпнуться, но тут хотя бы более-менее. То по этому квесту реально вот бежи сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Еще эти лагеря зачищать полдня. Это нет, это бы очень-очень долго бы заняло. Очень много времени. Но тут хотя бы можно рядом тэпнуться. Относительно рядом.
Очередной знак вопроса. Все, уже конец много текста номер 2. Хорошо, сейчас будем приступать к второй части. Что это там? Что это там? Монгольский конвой. Их убили. Но кто? Стреляли в спину. Похоже, засада. Телегу сожгли. Горящие стрелы? Японские стрелы. Люди господина Симура? Это сделали японские лучники. Вероятно, отряд. Ну или здесь был сенсей Исикава. Простите, виновата, господин. Не стоит ко мне подкрадываться. Я думала, вы с тем, кто убил монголов. Тоже самурай, но старше. Лучник. Сенсей Исикава. Где он? Сказал, что придет в мой дом через пару дней. Почему к тебе? Там тепло, еда. Но он куда-то уехал в большой спешке. Возможно, он вышел на след Томоя. Где твой дом? Недалеко. Но скоро будет буря, а мне нужно проверить силки. Потом я вас отведу. Хорошо, я пойду с тобой. Как тебя зовут? Мацу, господин. Друзья в пути. Так, продолжаем, много текста. Рок-опера. Орфей и Эвредика. Я эту историю слышала в вариации... Не знаю такой. Советую, если не слышал. Нет, не слышал. И примерно понимала, чего ожидать. Егор вообще эту легенду не знал и не знал, что будет. Оригинал истории мы оба не знаем, если что. Так вот, тот случай, когда ожидания и реальность не оправдались. Сюжетно было слабо, много повторений в песнях ради повторений. У Noise MC, надеюсь, правильно прочитал. Если и есть повторения, они обоснованные и логичные. Костюмы классные, постановки танцев тоже. Но вот сюжетная составляющая оказалась слабой и плохо понимаемой. За билеты мы не платили, кстати. Ну и на этом хорошо. У нас есть пушкинская карта. На определенные мероприятия нам билеты государство оплачивает. Конечно, есть свой лимит по оплате, и в основном это мероприятие либо для детей, либо отечественное кино, причем такое себе. Либо что-то неинтересное именно мне, не суть. Эта рок-опера была в списке этих мероприятий, я предложил Егору, и мы пошли. И это тот случай, когда я нашла повод одеть свое вечернее платье. Ух ты, ух ты. Егор одел костюм, и мы пошли культурно проводить вечер. Как хорошо звучит. Платье, костюмы. После оперы нашли кафе недалеко от дома, очень тихое, может, просто так повезло, и тот вечер и уютное. Немного там посидели и пошли домой, ибо надо было собирать вещи в командировку. Ту самую.
Мне очень повезло, что у YouTube есть ограничения по символам. Я сначала написала все сообщение, потом копировал и вставлял эти части, что не влезли, и они в буфере копирования остались. Так это все YouTube подставу такую сделал. Ну, в этом весь YouTube. Итог похода на рок-оперу я оценил на 6 из 10. Егор на 7. В целом вечер нам понравился, и мы не пожалели, что пошли. Ну, в целом вечер, я бы сказал, даже больше получился, судя по описанию, хорошим, чем исключая все остальное, оставляя только оперу. Опера такое себе, а вот весь остальной вечер нормально. Это VPN подставу устроил. Ну или VPN, да. Что еще говорил сенсей? Больше ничего, господин. Он не слишком любезен. Да, он такой. Никогда не говорила с настоящим самураем. Война сводит вместе разных людей. Теперь я могу задать важный вопрос. Задавай. Каково это распоряжаться чужой жизнью и смертью? Это большая ответственность. Но втайне вы рады? Такому радуется только чудовище. Не такого ответа я ждала. Вон там мои селки. Иди скорее. Не хочу разминуться с Исикавой. Зараза. Пусто. Поставлю заново. Не проще настрелять дичи? Ну уж нет. Это ужасно. Может, сменить приманку? У меня только одна. Какая же? Надежда на большее. В этом и беда. На нее падки только мужчины. Сюда, господин. Не, опера тоже была неплохой, просто слабая сюжетом. Ну тут пока не посмотришь, не узнаешь. Ну, туда. Нелегко здесь жить. Я же и не смотрел, и оригинал вообще не знаю, не слышал. Туда. Родители умерли, когда я была маленькой. Только из твоей истории. С тех пор я сама по себе. Вы, должно быть, из знатной семьи. Что-то впервые об этом узнал. Господин Симура мой дядя. Постойте. Так это о вас все говорят? Вы призрак. Но вы вовсе не великан с глазами, как у демона. Нет, но такие рассказы пугают врагов. И все? Это просто слухи и выдумки? В бою я совершал поступки, которые раньше осудил бы. Как и все мы. Тем более, когда на эту историю куча постановок, и даже в жанре рок-оперы есть. Прям куча постановок всяких разных. Ну, я ни на чем подобном никогда не был. Смотрите, они крадут мою добычу. Прогоните их, господин, пожалуйста. Жди. Они голодают. Эй! Господин, жальтесь! Это не ваш. Смилуйтесь. Это просто белка. Мы уже неделю едим только траву и кору. Забирайте. Спасибо вам. Вы их отпустили. С нашим обедом. Они не желали зла. Просто хотели есть. В историях призрак совсем другой. Не все истории правдивы. Начинается метель. Сколько у тебя селков? Еще один. Но не близко. Уже даже как-то непривычно видеть тебя на вечерних таких стримах. Тем более, когда уже вот у меня 11:30 ночи, я уже... Стрим, кстати, уже 3,5 часа, 3:40 уже почти идет. Уже скоро планировал, наверное, заканчивать. Непривычно видеть тебя в такое позднее время, а то я уже привык, что раньше ты как раз говорила, что рано ложишься спать, потому что из-за работы вот эти вот все графики. А сейчас видеть тебя в такой вечерний момент
поздний, ночной даже, я бы сказал. Прям вообще непривычно. В историях много выдумки. Без поддержки друзей я бы не выжил. Но вы ведь не всерьез. Я обязан жизнью многим. От госпожи клана Адати до воровки. О них не рассказывают истории, но без них меня бы не стало. Пора возвращаться. Мне нужно увидеть сенсея. Но мы уже почти дошли, господин. Да, работа очень высасывает силы, а тут я, считай, почти месяц в отдыхе. Круто. Мы на месте. Надеюсь, голодать не придется. Всем иногда нужен отдых. Смотрите, вот и наш ужин. Добыча? Сегодня все-таки поедим по-человечески. Что там такое? Большая земля. Что там грейпфрут, Без кстати? монголов и войны. Все уже? Где можно начать все заново. Допустим, ты туда доберешься. Что тогда? Киото. Я буду держать таверну. Играть на семисене. Красивые люди будут собираться под моей крышей и нести свои денежки. Вкусный был. Ключевое слово «был». Киото в опасности. Снег валит сильнее. Нужно идти. Может, ваш сенсей уже ждет. Я еще, кстати, вроде как тебя не спрашивал. Я уже, Куда уж ближе, только как подсесть говорил, тебе в седло. кого только не спрашивал, но вот как раз Ничего, тебя еще, наверное, не приезжай. спрашивал. Знаешь ли ты что-то про эту игру? Может, видела? Ну, прям играла ли ты в нее, я спрашивать не буду по понятным причинам, но может ты наслышана про нее или может впервые о ней слышишь, мне интересно. Из цитруса все больше... Его больше всех люблю. Больше всех прям. Господин, монголы! Прямо у дома! Я разберусь. Жди здесь. Из-за его горчинки. Другие цитрусы не слишком... Мне слишком сладкие. Ясно. Я вот чисто грейпфрута вроде... То ли ни разу не пробовал, то ли один раз пробовал и мне не понравилось. Или я его путаю с другим каким-то фруктом. Вот почему о вас все говорят. Где твой дом? Уже близко. Идемте. Ничего не знаешь. Ладно, вопросов больше нет. А еще хотел спросить, возвращаясь к теме Nintendo, которую твоя мама купила. Я у нее спрашивал, еще у тебя спрашивал, почему ты себе не захотела? Ну, скорее всего, ты сейчас ответишь, наверное, опять, потому что ты и игры, вот это вот все. Но все равно спрошу, ладно уж. Маме ведь, вот ты говоришь, понравилось. Она сама удивлена, что она и игры. Но тем не менее понравилось. Я еще у нее спрашивал, что ты себе не захотела случайно тоже свеча. Мы пришли. Заходите. На вид ты добрый для призрака. Но то, как ты убил монголов... Я делаю, что нужно для Цусимы. Нет, просто. Мы с тобой бойцы. В обоих есть тьма. А без нее нам конец. Сенсей говорил нечто подобное. Но звучит больше в твоем духе. Томоэ. Еще он всегда говорил, я недооцениваю врага. У меня нет стрелы в спине. Почему?
Монголы от меня отвернулись. Но сперва ты научила их убивать наш народ. Это была моя ошибка. Такое тяжело исправить. В одиночку. Я нужен тебе. И сенсей. Но ты нам не нужна. Я знаю, где они ударят. Мы устроим засаду. Вам победа, а мне месть. Ладно, я поговорю с сенсеем. Дин, останься на ночь. Нет. Нет. Не могу. С убийцей в одном доме на ночь. Звучит абсурдно. Возвращаемся. Не, мама в молодости играла, и у нее диссонанс, что она взрослая, у которой уже взрослая дочь и играет в приставку. А, она в детстве играла. Это для меня что-то новенькое. А то я думал, что она в принципе никогда не играла, и тут то, что да, взрослая и играет, то, что еще раньше играла, это я не знал. Так скажем, возвращение к корням. А я да, я в принципе не играю и в игры, просто не мою. Посмотреть прохождение, да, сама играть не. Ну это да, это для меня не впервые встречать кого-то, кто так говорит, что вот. И зачастую это вот от девушек каких-то, я слышу, которые тоже могут там смотреть прохождение, как парень играет, там на фоне просто смотрят, если интересно. Или прохождение на ютубе. А сами не очень вот что-то. При этом смотреть интересно, это не то, что вот и играть не хочу, и смотреть вообще не хочу, и вообще это полностью вот неинтересно, не мое. Не играть, не смотреть. Но вот смотреть нравится, интересно, а играть вот нет. А кому-то наоборот, вот смотреть вообще неинтересно. Вот более интересно самому попробовать, самому ощутить, самому поиграть. А смотреть, как кто-то играет, вот кому-то такое не нравится. Сакай, есть новости? А кому-то вообще по барабану. И то, и то. Я говорил с Томоэ. Она прячется на севере. Монголы от нее отвернулись. Ты ее видел? Так почему она еще жива? Ее лучники готовят большую атаку. Предлагает нам втроем перебить их. Ей нужны наши головы, чтобы купить милость монголов. Она могла убить меня, но не стала. Доверять этой женщине – большая ошибка. Речь не о доверии. Она знает планы монголов и надеется на помощь. Пустая надежда приводит к смерти. Вот и весь квестик. Так, получается, осталось только 3 навыка, которые я могу вкачать. И все. Этот за 2 очка, этот за 2 и этот за 2. В целом 6 очков еще смогу потратить. Тут еще какая-то ветка по сюжету. Не знаю, смогу ли ее прокачивать или будет как вот это. Как неудобно выбирать. Или будет как вот эта, которая сама по себе прокачалась. А мне на нее даже не требовалось очки тратить. Может, это будет так же. Если так же, то вот только эти 3 остались и все. Это тоже по какому-то квесту дастся. Там по сюжету откроется, и потом мне некуда будет девать очки навыка. Я уже жду, когда этот момент настанет, что ли. Не знаю почему. Интересно. Это вот только что был 8-й квест у нас с сенсеем. Еще, по идее, 9-й май должен быть. Ну,
списке его нет. Либо он откроется, когда я по территориям здесь немного побегаю, поисследую, либо после какого-то там еще сюжетного квеста, если у нас там не финальный уже квест, потому что я смотрел вроде как либо финальный, либо один из финальных. Либо то, либо это он появится потом. Но я склоняюсь к тому, что если я просто здесь побегаю и поисследую, открою карту, то он где-то просто скрывается за этой пеленой, наверное, и потом сам появится. Слушай, я играла и люблю играть в Ведьмака. Недавно я его решила всего перепройти. Всего это, имеешь в виду все 3 части, что ли? Или всего, в смысле, всю игру просто? Все никак не закончу со второй... все, понял. Все 3 части. Со второй частью никак не закончу. Где-то месяц назад запустила, чутка прошла и пока опять забила. Вот с Ведьмаком, кстати, у меня точно такая же ситуация когда-то была. Я обычно люблю вот так вот делать, когда вот есть серия игр каких-то, и я люблю вот так вот начинать с самой первой, или когда я впервые играю в эту серию игр, или когда перепрохожу даже. Вот мне всегда хочется вот так вот начинать с самой первой, и вот так вот потом вторая, потом третья. А в случае с Ведьмаком это еще есть плюс в этой серии игр, потому что там сохранение импортируется из предыдущей игры в следующую. И не только сохранение, а вместе с этим сохранением еще там всякие плюшки, там сюжетные повороты, там некоторые выборы, которые ты делал в предыдущей игре, они могут перенести в следующую, там, в зависимости от того, то ты выбрали или это. И еще предметы из инвентаря некоторые переносятся. Вот с Ведьмаком еще вот такие вот плюсики есть. Очень интересные. В каких-то еще играх я либо мало знаю, либо вообще не знаю, либо я забыл еще в каких-то играх, есть ли такие вот моменты. Но с Ведьмаком это прям вот такое вот исключение как будто какое-то. И вот у меня тоже когда-то такое было, что я вот решил пройти или перепройти какой-то там очередной раз опять Ведьмака и решил сначала начну опять с первого, прошел первого, потом второго, на втором опять так же, как у тебя получилось, что застрял там, никак не мог его допройти, и постоянно то вернусь немного, допройду, потом опять забросил, опять вернусь, опять допройду, опять забросил. Кое-как допрошел, и потом уже третий. Вот первый и третий для меня всегда вот легко проходится, а вот второй какой-то там момент через силу аж играл. Потому что второй мне меньше всего понравился. И не только мне, я так думаю. Самое смешное, я действительно хочу перепройти и люблю эту игру. Но последний раз я его запускала 3 года назад. Какие еще ты играла и какие любишь игры? Потому что вот ты не раз мне говорила, что вот только что вот тоже повторила, что играть это не твое, что ты любишь больше смотреть. Вот Ведьмак исключение, Ведьмак любишь играть, вот даже перепроходила. Вот что еще может? Ты вроде как не рассказывала раньше. Или может рассказывала, но очень давно, что я уж даже не помню. Есть ли что-то еще вот такое? Каких-то игр, которые вот даже ты, человек, который не очень любит играть, вот даже ты вот любишь перепройти там, или когда один раз, может, прошла и очень понравилось. Вот такие исключения. Fallout 2. Fallout 2. Название очень знакомое, но я сейчас на всякий случай гляну, что это за игра. Вроде как гонки какие-то или что, если я правильно помню. Да, что-то типа этого. Вроде какие-то гонки. Ну, вижу машины сразу на скриншотах, значит сразу гонки какие-то. Вот у меня такие ассоциации. Bio Inc. Redemption. А вот это я вообще впервые слышу. Что это такое? Нет, все знаю, да. Вот название я не помню, а вот увидел картинки и сразу вспомнил, что это за игра. Ага. Симулятор хирурга. Я его так называю. Еще помню, как Куплинов в него играл. И я тоже в него когда-то вроде играл. Но очень давно.
Еще помню, ты когда-то мне скидывала какую-то игру. Как раз когда я вроде проходил на канале Papers, Please. Ты мне еще в рекомендации, после того, как я ее прошел, скинула в Discord какую-то игру, там, где мы играем то ли за смерть, то ли за какого-то судью, который решает судьбы человеков. Там, в ад или в рай, в ад или в рай. Какая-то эта игра. Так, я пока думаю, сделать мне ли еще какой-то квест или закругляться на сегодня. Сюжетку на сегодня точно нет. Тут уже ничего. Вот что-то из этого, наверное. Ну, этот квест и вот этот, он долгий и душный. Он точно нет. К этому надо будет ехать сейчас долго. А этот вообще где? Этот... Ну, к этому тоже ехать придется. Ну, не знаю, разве что этот еще сделать. Оливка, ты еще не планируешь уходить? Или ты уже тоже думала сейчас скоро прощаться со мной? Если да, то я в любом случае тогда буду закругляться. Если еще не планировала уходить, а планировала посидеть, то еще, наверное, квестик 1 или 2 можно будет сделать бы. А, да. Да, вот эта игра точно. Она до сих пор у меня где-то висит там в Дискорде, как напоминалка. Я до сих пор где-то у себя там в голове ее держу, чтобы когда-то до нее может добраться, чтобы ее когда-то будет попроходить. Вот у меня, кстати, недавно руки дошли еще до одной подобной игры. В смысле вот подобной геймплейно, а подобной для того, что я долго уже добирался до нее. Вот на днях эту... Как она называлась? Choice of Life. Первая часть. Вот эту игру прошел, постримил. Первую часть. Начал с самой первой. Потом еще когда-то дойду до второй и до новой. Которая вот недавно вроде вышла, третьей. Начал вот с первой, которую еще ни разу не играл. Вот ее я тоже уже давным-давно хотел постримить. Постоянно в голове в себе держал, что когда-нибудь надо будет добраться. Все никак не получалось. Вот на днях наконец добрался. И вот эта игра подобна той тоже. В голове держу, что когда-нибудь надо до нее добраться. Да все никак-то никак. О, кстати, вот квест обновился вот этого Инсея. Последний 9. Починить вам лук, господин? Может тогда на него и отправиться? Ой, как он далеко. Тут хотя бы телепорты все рядом. Plug Inc. Тоже вроде что-то знакомое, ну-ка. Странно, нет что-то. По скриншотам я смотрю, уже ничего не показывает насчет игр вообще, но... Это не та игра, случайно, про вирусы, про заражение мира? Если она, то да, она почти так же пишется, только там одной буквы не хватает, вот поэтому, наверное, мне по скриншотам ее не показывает. Lake Inc. Да, она. Да, тогда вот просто одной буквы не хватает, поэтому мне в скриншотах ее не показалось. Но зато название вот это показалось. Я предполог. Это вот это. И все еще ее советую. Да, я помню.
Я все еще ее планирую. Извиняюсь. Извиняем. Да, я пока тут. Хорошо, тогда вот продолжаем еще вот один. Вот этот квест можем спокойно делать, там еще один можно спокойно сделать. Потому что я так себе думаю, что если на следующем финальном стриме мы пойдем по сюжетке, то кроме сюжетки там еще будет чем заняться. Вне стрима я вот это все пооткрываю территории, поисследую, там значки вопросов, эти территории монгольские поочищаю, это все вне стрима, понятное дело. Но пока я это все поочищаю, пока открою карту, то там еще появится по-любому куча квестов. Так что кроме сюжетки на следующем стриме еще будет чем заняться. Так что сейчас мы смело можем еще парочку квестов сделать. Я стрим уже ровно 4 часа, между прочим, идет. И у меня почти 12 часов ночи. Но тем не менее, хорошо сидим. Раз ты говоришь, что пока еще тут. Отойду на минутку. О, тогда я тоже сейчас отойду. Как раз хотел тоже сказать, что я сейчас отойду тоже. Какое совпадение.
Так, я вернулся. Ливка, как я понял, еще пока нет. Тогда я пока продолжу. Вы трусы? Озакчин охтуснаас самурай! А вот и ты. Я тоже только что вот вернулся. Секунду назад. На чем мы остановились? Так, я не туда бегу. Как я говорил на самом первом стриме, и не только на нем, это самая красивая игра, которую я когда-либо играл. Не знаю, может ты заметил уже на протяжении всего стрима, пока там писала много текста. Наверняка, если обратил внимание на игру, то заметила, что многие моменты, пейзажи прям захватывают. Но это ты... О, вы только посмотрите на это. Но это еще очень многих самых красивых мест ты, наверное, не видел. Если, конечно, прошлые стримы только не смотрел, но вряд ли. А так, если бы ты это все видел, то это был бы просто шок. Это что-то с чем-то было. Поэтому, как я говорил в самом начале, я до сих пор этого мнения придерживаюсь. Это самая красивая игра, которую я когда-либо играл и видел. Может, конечно, есть еще красивее, но я не играл, значит, в это. Ну или это все субъективно, и кто-то может посчитать, что ничего тут красивого нет. Я имею в виду красивая именно природа, там, пейзажи в игре. Для кого-то, может, красота не в этом состоит, а в чем-то другом. Но тут просто великолепно. Тут поля, там, те же красных цветов, там, поля, вот такие вот белые. Это не знаю, что это такое. Прям целые поля были, по которым катаешься на лошади. Там синих цветов, фиолетовых цветов, целые поля. Вот там еще вот под такой закат его, боже, какая же там была красота в некоторые моменты на стримах. Жаль, что этого никто не видел, или может кто-то и видел, но в записи, потому что вот некоторые предыдущие стримы, что я там бегал, играл, сам сидел, в некоторые моменты хотелось просто остановиться и смотреть. Сакай. Ну как тебе сказать, я на графику не смотрю в играх. Конечно, красиво, но меня сложно удивить. А, ну, вот как раз получается ты из числа тех, кто вот особо на этом не зацикливается. Какая бы она красивая ни была. Ясно. Есть вести от Томои? Мы с ней встретимся. Она расскажет нам, где и когда нападут ее лучники. Думаете, она скажет правду? Увидим. И вот что, Сакай, у нас нет права на ошибку. Я готов, сенсей. Идем. Сегодня уже завершили одну историю с госпожой, там последний 9-й квест сделали. Сейчас вот с этим товарищем тоже историю закончим. Куда мы идем? Последний тоже 9-й квест уже. Она ждет нас у старого игорного дома. Хорошее место для засады. У нас преимущество. Монголы от нее отвернулись. Она в тупике. Такие враги опасны вдвойне. Потому что непредсказуемы.
Но у Томоэ два пути. Объединиться с нами или предать нас. Ты ее видел. Что думаешь? Она не напала на меня в Дзюгаку, но может это уловка, чтобы мы ей поверили. Мы готовы к предательству. Если засады не будет, выслушаем ее. И если нападение не выдумка, объединим силы. Решим ее судьбу потом. Она предала свой народ и должна поплатиться. Что там, много букв больше не будет? Не будет ли еще каких-то историй или все? Много текста Что вы скажете ей при закончилось. встрече? Мне нечего ей сказать. Или еще какие-то Совсем? истории, может, есть Вы не в говорили с запасе? тех пор, как она примкнула к врагам. Она предала меня. О чем тут говорить? Из того, что, может, еще произошло, что не рассказывала мне. Мы близко. Будь начеку. Дальше пойдем пешком. Осторожно. Здесь могут прятаться лучники. Ну, место очень похоже, что здесь должна быть засада. Вот и горный дом. Монголов нет. На первый взгляд. Стой. Видишь справа выступ? Я встану там. А ты? Дин! Если бы я хотела вас убить, вы бы уже были мертвы. Проклятие. Идите сюда! Пались. Жди здесь. Но уж нет. Будь осторожен. Да, из чего-то такого особо много текста и не напишешь. Ну, не обязательно много текста. Просто текста. Без много. Кстати, сегодня я дала Егору послушать версию Орфей и Эвридика. И ему понравилось. Если все же решишь послушать, то часа 2-3 закладывай. Часа 2-3? Где же взять эти часа 2-3? Сенсей? Дин? Такая самоуверенная. Этому вам меня учить не пришлось. Рассказывай про наступление. Где? Когда? В бухте Умуги. Совсем скоро. Почему выдаешь? Хан меня предал. Я заберу своих лучников. Если мы тебе не поможем, в Умуге прольется кровь. Я тебе не верю. Так ждите. И убедитесь сами. Проклятие. Монголы меня нашли. Чтоб тебя! Томоэ, ты предала нас! Они что, похожи на моих друзей? Ай-яй-яй. Ты куда? Кто там еще? Томоэ, хватит уловок. Это не ловушка! Она дралась с монголами, сенсей. Это трюк, чтобы мы ей доверились. Если я вдруг захочу вас убить,
Вы никак мне не помешаете. Довольно. Возможно, на бухту Умуги напали. Нужно спешить. Хорошо. Но один неверный шаг, и я лично ее прикончу. Идемте. Сюда. Томоэ, даже если спасешь бухту Умуги, ты не скупишь свою вину. Меня заставили учить пути лука. Убивать людей в форте Накаяма тоже заставили? Их пытали. Я подарила им быструю, безболезненную смерть. А монголы пощадили меня. Я не стану извиняться за то, что выжила. В это воскресенье... Я разберусь. Ладно, сейчас. Я же нажал. В это воскресенье у нас с Егором полгода вместе уже было. Полгода было. Собрались в небольшой компании, посидели, поболтали. Мы с Егором вспоминали, как все началось и как мы сейчас кайфуем друг от друга. Уже полгода прошло. Только недавно вроде как ты рассказывала, что ты переезжаешь, что вы встретились там, и вот это вот все. Уже полгода прошло. Офигеть, время летит. Подарков не было, просто приятное время провели. Ну и правильно. Если нас заметят по пути в Умуги, лучников предупредят. Да, нужно держаться в стороне от дорог. Пойдем полем. О, поле, кстати, опять вот это вот Как вы нашли лагерь в поле Акасии? красных цветов. Твои люди напали на нас, а мы их выследили. Я велела избегать вас. Хотела обустроить... Только здесь туман немного Рад, лишний. что они нарушили приказ. Они меня больше не слушают. Когда мы пришли в Куси, я уже ничего не решала. Впереди враги. И много. В атаку. В атаку. Говоришь, как сенсей Сикава. Можем отдохнуть за полем, под деревьями. Там нас не увидят. Томоэ, ты сказала, что в Кусе уже не командовала монголами. Но тебя видели с ними. И ты сожгла женщину заживо. Это была не я! Не ты сама, но ты обучила ее убийц. Большую часть времени я убеждала их щадить жизни, а не отнимать. Прикинь, полгода. Сами в шоке. И с одной стороны офигеть как быстро, а с другой ощущение, что несколько лет друг друга знаем. Вот такой диссонанс. Офигеть. Вот такое вот бывает. Сюда! Пригнитесь! Ну, хорошо, что все хорошо. Тут повсюду монголы. Ищут меня. Я думала, что сбила их со следа. Могла бы сказать раньше. Говорю сейчас. Подождем здесь до ночи. В темноте действовать будет проще. Они не нападут на бухту раньше? Нет. Они расставят лучников, чтобы никто не ушел. Подготовятся к бойне. Отдохните, я покараулю. А по играм все? Или это первое, что пришло, так сказать, в голову? Мы с сенсеем за тобой. Насчет того вопроса, какие еще Если игры ты, монголы может, заметят тебя, мы прям подкрадемся любишь и убьем их. или играл? Пошли. Держитесь рядом. Сакай, не спускай. Или это все? Я вас слышу, сенсей. Хорошо.
то мне интересно услышать от человека, который Дим, не любит играть и очень мало играет. Слушайте, о вот таких вот исключениях, что все-таки прям даже тебе нравится. Вот насчет Ведьмака я впервые вроде как от тебя слышу. Опять идут. Прячьтесь. Dagorov, not there. Bosodden, ende sonor serem stebe. Вперед, Сакай. не промахнитесь, сенсей. Одна стрела, одна смерть. Вы убили последнего выстрелом кружащего сокола, сенсей. Заметила? Твоя техника тоже изменилась. Я опускаю правую руку ниже. И тогда стрела. Интересно. Только что были такие враги, так подозрительно друг к другу относились, а тут уже обсуждают свои вот эти вот лучниковские дела. У кого какая техника, что у кого поменялось. Легко точно не будет. Как будто опять напарники. Лучников. Они атакуют бухту раньше, чем мы туда придем. Нельзя рисковать. Что думаешь, Сакай? За мной. Не отставайте. Вот так сразу могу только эти назвать. Ну, я так и понял, что вот первые, что так вспомнили сразу. Какие мне были интересны, другие надо в Steam залазить. Ясненько, ладно тогда. Ну там не сильно много чего еще будет. Ладно тогда, не настаивай. Ладненько, наверное, пойду. Что-то потихоньку начинает в сон тянуть. Приятного стрима и печенек побольше. Спасибо за печеньки, спасибо за пожелания и спокойной ночи, Оливка. Спасибо еще также, что зашла. Что сегодня только много текста написала, рассказала всякого. Я, наверное, тоже сейчас вот этот квест еще доделаю и все, и тоже буду заканчивать, потому что уже 4,5 часа, уже почти 1:30 ночи у меня, и самому уже давным-давно пора было бы кругляться. Давай, до скорого тогда. Заходите еще. Не знаю, ты скучал по моим много текста. Естественно. Ну, естественно. Так, вас немножко заметили. Ничего страшного. И вот я пришла аж с 2. Ага, еще какими? Да, сегодня много текста было, реально больше, чем обычно. Я еще когда ты писала, офигел немного, что сколько мне предстоит зачитывать. Но это же не минус ни в коем случае. Тихо, тихо, ты меня не видишь. Вот теперь точно не видишь. Стелс. Пришли? Мои лучники. Когда нападем, они уйдут в город. Там им легче защищаться.
Погибнут невинные люди. Видите телеги с бочками? Я зайду сзади. Одна горящая стрела, и Выстрелишь, сама станешь мишенью. Если останешься за деревьями, я могу промахнуться. Нужно подойти ближе. Позвольте мне исправить то, что я сделала. ладно. Поверил? Я верю в ее жажду мести. Ой, как их тут много. Так вот, как она нас опережала. Вы хороший учитель. Знаю. Готовься. Бум! Салюты! Это последний. Недурно, Сакай. Где Томоэ? Я не знаю. Ее ранили? Томоэ! В конце боя я видел ее у галереи, вон там. Это путь к бухте Умуги. Кто-то из монголов мог побежать туда. Пошла следом? Томоэ знает, что не загладит вину, убив лучников. Зато отомстит. И только? Она сражалась за нас. Когда мы победим, это и зачтется. Забудь о монголах. Что ей нужно в бухте Умуги? Там остались одни головорезы, воры и контрабандисты. Проклятье! Ей нужна лодка, чтобы уплыть с острова. Эй, там! Да, господин? Тут пробегала женщина. Воительница. Она бежала к морю. Сюда! Томоэ нас обдурила. Она помогла спасти бухту Умуги. Монголы хотели ее убить, а мы обеспечили ей возможность покинуть остров. Мы всегда отстаем на шаг. Но еще успеем ее остановить. Стойте. Сенсей Исикава, мы были несправедливы друг к другу, но Будда учит, что иногда злейшие враги — лучшие учителя. Благодарю вас за науку и за возможность в последний раз сражаться плечом к плечу. Я была вашей ученицей. Я могла бы стать вашей дочерью. Но для меня путь лука остался позади. Что впереди? Я словно стрела, выпущенная из лука. Кто знает, куда унесет меня ветер. Вот и все. Может, она все-таки доберется до Киото. Будь это кто другой, я усомнился бы. Мы должны закончить войну и отстроить наш дом. Мне больше нечему тебя научить, кроме одного.
Обещай мне, что не повторишь моих ошибок. Обещаю, сенсей. На покой. Интересное завершение стрима у нас сегодня. Мы, конечно, на покой никакой не пойдем, но мы пойдем в каком-то смысле в другом на покое, в смысле того, что пойдем заканчивать, закругляться и спать, а не на какие там еще покои. Так как я говорил, после этого квеста на сегодня буду уже реально закругляться, а то уже пора. Пора уже. Но ты только не раскисай. Почему? Потому что стрим заканчивается. Это да. Не раскисайте. В следующий раз, не знаю, когда там будет следующий стрим. Завтра вряд ли, послезавтра не знаю. Ближе к выходным, наверное, опять. Если по Цусиме он будет, то уже, скорее всего, финальный. Я тут вне стрима доделаю, если успею, все вот эти побочные дела. На втором полуострове, что тут осталось немножко, и вот на третьем. На третьей части острова надо будет полностью здесь все заняться делишками по полной. Там много чего еще будет делать. А потом финал. Нас ждет финал. После финала остров Ики. Не забываем еще про него. Но пока надо дожить до финала. Все, спасибо. На этом хочу сказать всем, кто заходил на сегодняшний стрим, кто, может, смотрел или слушал молча его, в чате не появлялся. Кто ставил лайки, кто в записи будет смотреть этот стрим. Всем спасибо. Увидимся на следующем стриме. Если по Цусиме, то на финале очередных титрах. Если не по Цусиме, то не знаю по какой игре. У меня есть там какие варианты, то выбрать кроме Цусимы, но еще пока не окончательно. Надо дожить еще до самого стрима, потому что я сам не знаю, когда он там будет. Это через пару дней, скорее всего. Ладно. Все. Всем спасибо. Всем спокойной ночи. До встречи. Not a